Привет. Настало время узнавать тайны лука. Когда и почему он достиг предела своих возможностей? Какие открытия ждали древних людей на этом пути? Что произошло с луком после появления пороха? Все это и многое другое смотрите в этом выпуске. Со временем настал момент, когда человеку стало мало обычной силы лука. Любая хорошая технология однажды сталкивается с пределом. Это случилось и с луком. Степи и пустыни Ближнего Востока. 2-4 тысячи лет до нашей эры. Охотники уже давно умеют стрелять, используя обычные деревянные луки. На тот момент была прямая зависимость. Чем длиннее лук, тем мощнее. Попробуй стрелять из огромного лука, сидя на лошади или в тесной колеснице. Задача не из самых простых. Пришло время модернизации. Мастера задумались, а что если сделать лук из нескольких материалов сразу? Размышляя над этой идеей, пробуя, был создан составный или композитный лук. Вместо одного куска дерева мастер начинает соединять сразу несколько материалов, каждый из которых выполняет свою задачу. Сердце лука — дерево. Оно держит форму. С внутренней стороны крепят рог животных, чаще козла, антилопы или буйвола. Рог отлично выдерживает сжатие. С внешней стороны приклеивают сухожилия животных, которые прекрасно работают на растяжении. Все это соединяли особым клеем, часто из костей, кожи или рыбьего пузыря. Получалась удивительная вещь. Короткий лук, который не уступал по силе длинному. Для древнего мира это было почти магией. Теперь всадник мог стрелять на полном скаку. Колесничий — выпускать стрелы прямо из тесной боевой повозки. Армии становились быстрее и опаснее. Первые такие луки массово появляются в 1800-е-2000-е годы до нашей эры в районах Месопотамии, степей Евразии и Ближнего Востока. Позже технология распространяется к египтянам, хеттам, ассирийцам, скифам, персам, монголам. Несмотря на его плюсы, был и существенный минус. Сделать такой лук было невероятно сложно. Иногда производство занимало месяцы, а порой и больше года. Клей должен высохнуть, материалы привыкнуть друг к другу. Одна ошибка — лук расслаивается. Древний мастерской мог неделями работать над оружием. Гнуть дерево, натягивать сухожилия, придавать форму, проверять, переделывать. В случае неудачи все по новой. Такой подход был не случайно. Отличный лук может решить исход битвы. Здесь история оружия снова делает шаг вперед. Человек впервые перестал просто использовать природу. Пошел дальше и начал собирать ее лучшие свойства в одну машину. Дерево, рог, жилы. 3 слабые вещи по отдельности. Но вместе оружие, которое изменит войны на тысячи лет. Сотни поколений человек использовал лук ради еды, добывая оленя, антилопу, птицу. Группы росли, перемещались в другие охотничьи угодья, что неизбежно привело к конфликтам за территорию. Осознание, если стрела может поразить зверя на расстоянии, она может сделать то же самое с человеком, пришло не сразу. Оно изменило историю лука навсегда. Перенесемся в 1500-е-2000-е годы до нашей эры. На песках Египта появляется новая сила — боевые колесницы. До их появления войны выглядели иначе. Люди сходились почти вплотную, били копьями, дубинами, бронзовыми мечами. Все решала ближняя схватка. А потом появляются колесницы с лучниками. Легкие, быстрые, опасные. Египетские воины натягивали составной лук прямо на ходу, кружили вокруг пехоты и осыпали врагов стрелами еще до того, как те успевали приблизиться. Фараоны быстро поняли, лучник может избавиться от врага, не рискуя собой. Во время битвы при Кадеше, около 1274 года до нашей эры, египтяне и хетты массово использовали колесницы с лучниками. Это одна из первых хорошо задокументированных противостояний,
где дальний бой становится главным фактором. Настоящую революцию сделали вовсе не цари, а кочевники. Бескрайняя степь. После конфликта слышен удаляющийся топот лошадей. Думаешь, враг отступает. Преследуя его, видишь следующее. Всадник оборачивается прямо в седле, выпускает стрелу назад. Это был знаменитый парфянский выстрел, прием степных народов, знакомство с которым не сулило ничего хорошего. Сначала скифы, позже гунны, а затем монголы превратили лук в настоящее оружие господства. Особенно монголы времен Чингисхана в XIII веке. Их составной лук был небольшим, мощным и идеально подходил для стрельбы верхом. Монгол мог выпустить несколько стрел за минуты, находясь в постоянном движении. Они не искали честной битвы, а ломали врага расстоянием, скоростью и страхом. Армии, привыкшие к мечам и тяжелой броне, просто не успевали дойти до противника. Иногда сражение заканчивалось еще до начала рукопашной. Спустя 1000 лет лук продолжал менять правила ведения боя. В 1415 году в битве при Азинкуре английские лучники с длинным луком разгромили французских рыцарей, которых считали почти непобедимыми. Тяжелые доспехи, грязь под ногами и 1000 стрел сверху. История войны уже никогда не станет прежней. Лук превратил войну в математику расстояния. Побеждать начал не тот, кто сильнее вблизи, а тот, кто первым доставал до врага. Время шло. Появился порох. С ним и первое огнестрельное оружие. Когда люди впервые слышат про появление мушкетов, кажется, будто история выглядела просто. Появился порох, и все сразу выбросили луки. Но реальность оказалась куда интереснее. Представим поле боя в XVI веке. С одной стороны — солдат с ранним мушкетом. Тяжелое оружие, порох, фитиль, дым. Грохот выстрела. С другой — опытный лучник. Тишина, быстрые движения, натянутая тетива. И если бы мы оказались на таком поле боя, результат удивил бы. Причиной удивлению — эффективность. Первые ружья были далеко не идеальны. Мушкет звучал страшно. Свинцовая пуля пробивала доспехи лучше стрелы. Но он был очень медленным. Хороший английский лучник мог выпускать от 6 до 12 стрел в минуту. Ранний мушкетер едва успевал сделать только 2 выстрела за то же время. Пока один солдат засыпает порох, вставляет пулю, утрамбовывает заряд, поджигает фитиль, лучник уже отправил в него с 10 стрел. И это еще не все злоключения для мушкета. Погода тоже играла роль. Дождь, порох отсырел, ветер, фитиль погас. Сырость приводила к осечкам. Лук таких проблем не знал. Натянул, выстрелил, снова натянул. Поэтому многие армии долго не спешили отказываться от старого оружия. Например, в Англии XVI века лучников продолжали тренировать даже после появления огнестрела. Король Генрих VIII сам поддерживал развитие стрельбы из длинных луков. Более того, на его затонувшем корабле Мэри Роуз, поднятом со дна моря, нашли десятки длинных английских луков и 1000 стрел. Возникает вопрос. Если лук был таким хорошим, почему он все же уступил место огнестрелу? Ответ скрыт не в нем самом, а в людях. Для подготовки хорошего лучника требовались годы тренировок, иногда с детства. Скелеты английских лучников показывают деформированные плечи и спины, настолько тяжелыми были длинные луки. А мушкет? Ему можно было научить крестьянина за недели. Плюс огнестрел постоянно совершенствовался, становился надежнее, быстрее, точнее. Постепенно баланс начал меняться. Получается любопытная история. Лук уступил не потому, что был хуже. Он уступил потому, что мир изменился быстрее, чем успевали меняться люди. И в этом есть почти символичный момент.
оружие, которое тысячи лет делало человека сильнее, уступило место оружию, которому уже не нужен был сильный человек. При этом лук изменил главное правило истории. Для победы с его появлением не нужно быть сильнее. Достаточно быть дальше.